С упадком интереса к Overwatch среди игроков не так давно росла популярность новой игры по вселенной Marvel. Это, похоже, по жанру геройский командный шутер с множеством пестрых разнообразных персонажей, уникальными умениями и увлекательным геймплеем. Называется эта игра Marvel Rivals. Существует много причин, почему данная игра смогла столь успешно выстрелить. Приятный глаз дизайн персонажей, выразительные и продуманные карты, возможность сыграть за любимых героев и злодеев из не менее любимой вселенной, хорошая озвучка и подбор актеров, эпичная атмосфера, что передает весь тон марвеловской супергероики, проработанный и разносторонний геймплей каждого игрового персонажа, увлекательность всех этих аспектов, включая мемы и фанатский контент по проекту, и не менее важно то, что все это бесплатно, по меркам правильно исполненных сервисных проектов. И как можно заметить, на данный момент Marvel Rivals цветет, пахнет и продолжает в полной мере расти, передавая игрокам веселые развлечения. Однако, как и в любых фанатских сообществах, где есть больше 3,5 человека, всегда найдутся негативные стороны внутри подобных проектов. Одной из таких является сама фан-база, а если быть точнее, ее токсичная часть, а также проблемы с восприятием геймплея Marvel Rivals. Если первые проблемы зависят лишь от самого сообщества и того, как игроки друг к другу относятся, то со второй загвоздкой можно поразмышлять и даже придумать некоторые способы оптимизации игрового опыта. Об этом как раз пойдет речь. В Marvel Rivals персонажи разделены на 3 основные класса: авангард, дуэлянт и стратег. Условно игроки разделили их на танков, ДПС, персонажи с упором на урон, и хиллеров, лекарей. В таком разделении есть доля осмысленности, так как в каждом классе есть свои общие признаки. Персонажи класса авангард имеют много очков здоровья, в отличие от других классов, а в инструментарии часто имеют щиты, баррикады и все то, что может защищать союзников и самих героев. Персонажи класса дуэлянт владеют широким выбором инструментов для всяческого нанесения урона врагам и ослабления команды соперников. Персонажи класса стратег способны лечить союзников и помогать отряду эффективнее выживать в бою. И казалось бы, все так просто и понятно. Бей любого персонажа в комплектации отряда 2 на 2 на 2 и вперед к победе. Тут я спешу вас приостановить и задать вопрос. Все ли на самом деле так просто? Давайте поразмышляем над этим. На ютубе есть большое количество видеороликов по Marvel Rivals, где игроки имеют какие-то терки между собой, плохо сотрудничают в матче, показывают список поражений в соревновательном режиме. В чем же проблема? Токсичные игроки? Отчасти да. В некоторых ситуациях действительно можно найти паршивых союзников, которые сбегают с матча раньше времени, плохо играют, подстыкают других игроков и превращают все в словесную мясорубку. Но что если я вам скажу, что никто не знает истинную классификацию персонажей в Marvel Rivals? Знаю, довольно громкое заявление, да и на самом деле я видел некоторые видео, где были похожие рассуждения. Короче, гиперполяризация для повествования. Разработчики упрощают разделение персонажей по классам. Это похвально с точки зрения игроков. В особенности для новичков, которым трудно разобраться с первых минут в структуре игры и ее стратегии. Проблема лишь в том, что игроки обычно обращают внимание на эти основные 3 класса, но не замечают истинные особенности каждого персонажа в игре. Для того, чтобы наглядно и понятно объяснить, что я под этим подразумеваю, предлагаю в этом видеоролике послушать мой подробный анализ. Дамы и господа, добро пожаловать на мой тактический анализ Marvel Rivals. Итак, в чем же суть названия видео? Тактический сформировано от соединения слова «тактический» и термина «таг». Так в данном случае исходит из понятия метки, которое относится к какому-то определению. Через них я и буду объяснять истинную глубину игровых персонажей. Однако мне следует вас предупредить, что в Marvel Rivals я начал играть лишь пару недель назад. Да и меня навряд ли можно назвать каким-то мастером соревновательных игр. Я просто делюсь своими личными наблюдениями на основе опыта игры, а также видеороликов по ней. Если я где-то напортачил, можете написать об этом в комментариях или даже сделать свое видео на основе моей работы. Теперь продолжим. Я сформировал небольшой список ключевых тегов, основанных на всех умениях героев Marvel Rivals, как минимум тех, что точно бросаются на глаза. Рассмотрим каждый из них. Лекарь. Персонаж с умением восстановления здоровья союзников. Тут, я думаю, все понятно. Данный тег относится преимущественно к стратегам. Восстановитель.
Персонаж с умением возрождения себя или союзников. Ребята с таким тегом позволяют стратегически сократить время на восстановление союзников после гибели, возродив их прямо на поле боя. Фланговик. Персонаж, превосходство которого состоит в неожиданных атаках по врагам с флангов. Они обычно скрытны, подкрадываются с тыла, наносят урон по врагам, чаще всего по стратегам и дуэлянтам, и быстро убегают, тем самым внося раздробленность в команду соперников. Сюда же я также отношу так называемых дайверов, которые вместо атак с тыла дробят врагов, будучи в самой гуще боя. Боец. Персонаж, делающий упор на ближний бой. С такими персонажами просто следует помнить, что их преимущество состоит в быстром сближении с противником и нанесении сокрушительных атак. Снайпер. Персонаж с упором на атаки с дальних дистанций, используя прицельный огонь. Тут вы наоборот должны стараться держать врагов на определенной дистанции, дабы эффективно вести огонь. Солдат. Персонаж, чьи атаки достигают средних дистанций между бойцом и снайпером. Такой герой может по-разному проявлять свою смекалку на поле боя, будь то держаться близко к врагу или отстреливаться издалека. Защитник. Персонаж, который способен защитить союзников своим телом, щитом или умениями. Такие персонажи чаще всего играют роль сдерживания натиска противника и предоставляют помощь союзникам против фланговиков. Чаще всего относятся к классу авангард. Баффер. Персонаж с умением передачи бонусов союзникам. Как правило, это либо бонус к скорости, либо к урону. Дебаффер. Персонаж с умениями всяческого ослабления врагов. Пока что выделяется лишь замедление соперников. Наводчик. Персонаж, чьи атаки и умения самостоятельно наводятся на врагов и союзников соответственно. Зональник. Персонаж с атаками и умениями по определенной области. Телепортер. Персонаж, владеющий порталами или перемещением через телепортацию. Такие герои могут занимать удобные позиции для атаки противников, поддержки союзников и других стратегий. Лавкач. Персонаж, который может занимать многие высоты на карте. Убийца. Персонаж с крупным уроном от атак, или по крайней мере с потенциалом при освоении персонажа. В основном относится к дуэлянтам. Ошеломитель. Персонаж с умением оглушения или остановки противника на некоторое время. Толкатель. Персонаж, который может перемещать своих врагов. Несмотря на название, тег относится также к героям, способным притягивать к себе противников. Такие герои могут держать врагов на дистанции, скинуть их в обрыв, или наоборот украсть вражеского товарища и нашпиговать уроном с помощью команды. Невидимка. Персонаж с умением становления невидимым или малозаметным для врага. Летун. Персонаж с умением свободного перемещения по воздуху. В отличие от ловкача, летун способен занимать любые позиции на карте до тех пор, пока им не мешает невидимая стена или триггер на незамедлительную смерть. Скороход. Персонаж с высокой скоростью перемещения или умением уворота. И напоследок, ловушки. Персонаж со средствами для подставы врагов. Разобравшись с общими представлениями о тегах, предлагаю тщательно разобрать каждого героя Marvel Rivals и рассмотреть, какие теги подходят каждому из них. Разбор будет идти в английском алфавитном порядке, как расстановлено в самой игре. Данный видеоролик будет разделен на две части. В первой будут включены 14 героев, от Адама Уорлока до Джеффа, во второй же будут разобраны все оставшиеся персонажи. Некоторые теги будут выделены в отдельный список ситуативных стратегий, в зависимости от того, насколько сильно они влияют на исход боя. Если вас интересует информация о каком-то конкретном персонаже, в описании вы найдете метки на видео. Итак, приступим. Адам Уорлок. По своей сути он лекарь и восстановитель, причем второй тег с большой буквы, так как его ульта направлена на возрождение союзников. К этому еще добавляется комбинация Адама со Звездным Лотом и Мантис, где они получают пассивное умение возрождения на поле боя. Лечение и душевная связь работают по области и способны самостоятельно наводиться на ближайших союзников. Включим список зональника и частично наводчика, так как для огневой поддержки ему все еще требуется целиться точно в противников. Дальность его атак достигает приличной дистанции, поэтому добавим тег солдата. В хорошей командной работе он также может предложить хорошую огневую поддержку. Убийца частично засчитан.
Черная пантера. Основным оружием оно использует когти, поэтому точно подходит тег бойца. На прямых атаках он не так эффективен, как с тыла. Соответственно, он также фланговик и убийца. Его копья и ульта наносят урон по зоне, так что следует добавить тег зональника. Но естественно, что такой вертихвост особенно опасен, когда его атаки быстрее, а перемещение ловко, поэтому добавим скорохода. К этому прибавляем его умение бега по стенам, так что засчитаем ловкача. При комбинации с Magic он также получает возможность перемещаться на несколько ходов назад, с восстановлением здоровья. Частично засчитаем телепортера. Черная вдова. Это один из персонажей, что орудует снайперским оружием, поэтому однозначно она снайпер. Сложность освоения прицельным огнем идет в награду за высокий урон, так что она также убийца. Умение бега позволяет быстро передвигаться и уворачиваться от врагов, а также ловко сменять позиции. Скороход и отдельно фланговик идут в комплект. Вместе с бегом ей дан высокий прыжок, позволяющий занять удобные позиции, поэтому она также ловкач. Используя ульту, вдова бьет по зоне и тормозит противников, что попали в плазменную жижу. Соответственно, отдельно добавим теги зональника и дебафера. У нее также есть дубинки и удар ногой с подтягиванием к врагу. Но это скорее защитные навыки, так что бойца добавлять я не стану. Отдельно упомянем ее комбинацию с соколиным глазом, с помощью которого он может технически использовать ульту вышеупомянутого героя примерно каждые 30 секунд. Частично добавим тег наводчика. Брюс Баннер. В простонародье Халк. Основная часть урона исходит из его громадных кулаков в форме Халка, так что он боец. Большое количество очков здоровья и гамма-щит относит Брюса к тегу защитника. Его высокие прыжки и умение цепляться к стенам делают из него ловкача и частично скорохода. Одна из его специальных атак позволяет временно оглушить противника. В правильных руках это становится отличным способом отступления или давления на врагов, поэтому добавляем ошеломителя. Против летающих врагов Халк также может использовать прыжок с последующим оглушением. Учитывая ульту, в которой он также распихивает врагов, можно частично отнести к нему толкателя. Комбинируя умения Халка и командную работу, позволяет сделать из него неплохого убийцу. Также его хлопок в ладоши может достигать довольно больших дистанций, а не слишком длинная перезарядка умения позволяет отчасти добавить тег солдата. Из дополнительных умений, что открываются от сотрудничества с героями, можно отнести Брюса к тегу баффера, так как Железный Человек и Доктор Стрэндж получают дополнительный урон по врагам. Насчет Росомахи просто следует помнить, что Халк может дать ему экстренный прыжок во врагов без нужды в откате навыков комка шерсти. Капитан Америка. Крупное количество очков здоровья и щит, отражающий практически любые снаряды, дает тег защитник. Наиболее эффективные атаки Стива вблизи, поэтому добавляем бойца. С огневой поддержкой Кэп может влететь в тыл вражеского отряда и внести раскол против стратегов и дуэлянтов. Добавим отдельно фланговика. Помимо этого, он умеет быстро бегать и сокращать дистанцию с соперником. Добавляем тег скорохода. Также можно засчитать ловкача, так как во время бега он способен высоко прыгать. Его ульта увеличивает скорость перемещения союзников и повсеместно лечит их. Добавляем отдельно баффера и лекаря. Некоторые атаки позволяют кидать щит издалека, задевая тем самым одного или нескольких противников через рикошет. Частично можно засчитать теги солдата и наводчика. В сочетании с Тором, Стив получает увеличение урона, что позволяет ему частично брать роль убийцы, особенно при правильном подходе к боевой стратегии. Плащ и клинок. Однозначно добавляем лекаря, так как клинок способен лечить союзников своими кристаллами и умениями. Атаки обоих героев самостоятельно наводятся на цель, поэтому добавляем наводчика. Дополнительные действия работают по определенным областям, следовательно, тег зональника тоже входит в список.
Сами атаки действуют с довольно внушительных дистанций, так что впишем тег солдата. Плащ способен делать себя и своих союзников невидимыми, а также увеличивать их скорость на пару секунд. Добавляем невидимку и баферы. В этой же форме плащ и клинок могут свободно летать, поэтому можно засчитать частично летуна и скорохода. При правильном использовании умений и командной работе, они также могут наносить урон и раздробленность вражескому отряду. Отдельно включим убийцу. Следует упомянуть, что в комбинации с лунным рыцарем они дают ему возможность ставить свой купол невидимости. Доктор Стрэндж. Щит и здоровье дают тег защитника. Его атаки имеют преимущество на средней дистанции. Добавляем солдата. Специальная атака, ближний бой и ульта работают по области, так что подключаем зональника. Сама ульта выводит ближайших врагов из боя на несколько секунд. Добавляем ошеломителя. Для некоторых стратегий Стрэндж может взлететь вверх на несколько секунд и свободно впарить в воздухе, поэтому включаем список летуна. И конечно же нельзя забывать, что примерно каждые 180 секунд Док способен построить портал, который может выполнять несколько функций. Одной из таких функций является заход с тыла, внезапный залет вглубь вражеского отряда, преграждение их пути или даже приманка на их падение в бездну. Однозначно подключаем тег телепортера и частично ловушки с фланговиком. В сочетании с Халком Док получает увеличенный урон от зональной атаки по противникам, так что технически можно засчитать его как убийцу. Грут. Он отлично обороняет союзников своим телом и стенами из лос, потому Грут – защитник. Не менее важно отметить, что в комбинации с Джеффом или енотом ракетой оба стратега могут стать более защищенными от вражеских атак, а также предоставить дополнительную огневую поддержку и повсеместно залечивать раны Грута. Его атаки достигают приличных дистанций, а крупный урон, особенно от его стен, позволяет добавить солдата и убийцу. Если хорошенько приноровиться, то комбинация обычных ударов с ближним боем могут улучшить результативность истребления врагов. Включаем сюда бойца. Сами стены можно использовать для разных тактик. Одна из них нацелена на блокирование пути отступающим врагам и нанесение дополнительного урона. Добавляем ловушкера. Тоже можно дополнить тегом зональника, так как помимо боевых баррикад, Грут может кидать кластерную гранату во врагов. Его ульта заставляет соперников застрять в одной точке на несколько секунд. Поэтому включим сюда отдельно ошеломители. Соколиный глаз. Еще один стрелок, что придерживается дистанции между собой и соперником. Засчитываем его как снайпер. В отличие от черной вдовы, он не такой мобильный, но он может занимать высокие точки. Включим список ловкача. У него также имеются взрывные стрелы, которые наносят урон по области. Зональник в студию. Для большей выживаемости он способен стрелять по зоне замедляющей стрелой, а также отбивать противников ловким ударом клинка. Добавляем дебафера и частично толкателя. Используя ульту, лучник может шпиговать стрелами врагов через их фантомные силуэты. Засчитаем дополнительно наводчика. Немаловажно добавить то, что атака ближнего боя позволяет парировать вражеские снаряды. Отдельно можем дополнить тег защитника. Опять же, это больше умений для его собственного выживания. Не стоит забывать о том, что этот персонаж может передать дополнительную активную способность вдове, позволяя ей достаточно регулярно использовать техническую ульту лучника. Хелла. Урон от дальности ее атак наводит на теги солдата и убийцы. Однако я думаю, в умелых руках данного персонажа можно также зачислить как снайпер. Ее специальная граната притягивает и обездвиживает врагов приблизительно на секунду. Добавим ошеломителя. Если дело пахнет гнилью, Хелла может в форме ворона переместиться в сторону, а также занимать некоторые высокие позиции. Включаем список скорохода и ловкача. Погибшие от ее противники, взрывные иглы и ульта позволяют также засчитать тег зональника.
Отдельно стоит упомянуть, что содействие Тору и Локи позволяет ей возрождать их через добивание соперников. Потому отдельно засчитаем тег восстановителя. Well, I guess it's up to me. I'll just sneak over, unseen, and catch him by surprise. Женщина-невидимка. Умение лечить союзников относит ее к лекарю. Естественно, нельзя обойтись без тега невидимка, так как даже имя героя наводит на принцип ее работы. Также она является ярким примером толкателя с ее вихревым полем и умением толкания и притягивания противников. К сказанному можно дополнить список ловушки эмоциональником. Интересно то, что этот персонаж способен наносить неплохой урон по врагам, от чего стоит добавить тег солдата и частично убийцу за дальность ее атак и огневую поддержку. В сочетании с мистером Фантастик, последний получает умение, которое позволяет накидывать себе дополнительное здоровье. Если она находится под плотным огнем, можно войти в невидимость через двойной прыжок и тем самым избежать смерти. Добавляем скорохода. Напоследок зачислим ее к дебаферу, так как ее ульта замедляет врагов и мешает ему увидеть соперников. Железный кулак. Еще один пример бойца и убийцы, что страшен на коротких дистанциях. Находясь близко к противнику, кулак может автоматически притянуться к нему, потому добавим наводчика. Он особенно полезен для атак с тыла, особенно когда речь заходит о вражеских стратегах. Следовательно, добавим фланговика. Он умеет быстро и ловко достигать противников, а бег по стенам и двойные прыжки дает превосходную мобильность. Включаем список ловкача и скорохода. Блокирование атак в основном полезно только для выживания самого кулака и для усиления его атак, поэтому добавлять ему тег защитника я не стану. Также частично можно засчитать тег солдата, так как во время ульты дальность его атак возрастает. Не забывайте, что в комбинации с лунной сновой стратег получает дополнительное умение, которое позволяет ей отталкивать врагов. I stood outside with my peener out, like usual. That's when I hear the bells approaching of the peener snipper guy. What the fuck? Железный человек. Это яркий пример персонажа со свободным перемещением по воздуху. Летун засчитан. Его атаки и их урон позволяют добавить в список убийцу из анальника. Можно также вспомнить его комбинации с Халком, который дает Джилчеллу дополнительный урон. Когда по нему ведут огонь, для собственного выживания он может увернуться от атак через хитрые виражи. Добавляем скороход. В определенных случаях он особенно полезен в тылу, в частности, когда нужно сделать Maximum pulse! Включаем фланговика. What about us? Yes. Джефф наземная акула. Однозначно засчитываем лекаря за его различные средства поддержания здоровья союзников. Он также способен переходить в режим плавника, в котором он восстанавливает здоровье, увеличивает свою скорость и способен передвигаться по стенам. Добавляем скорохода и ловкача. Его атаки и умения работают по области, так что включаем в список зональника. Пузыри помимо лечения дают ускорение и отталкивают ближайших противников. Добавляем баферы и толкатели. Ульта позволяет на некоторое время вывести из строя соперника, поэтому записываем ошеломители. Сам по себе Джефф способен стрелять по противникам с приличного расстояния, из чего следует добавить солдата. Еще стоит помнить, что в сочетании с лунной сноу он получает дополнительную атаку с увеличенным уроном, частично засчитаем убийцу. А также Джефф может стать более непробиваемым, будучи на спине Грута. Пока что этого будет достаточно на одно видео. В ближайшие дни я выложу еще один ролик, где будут рассмотрены все оставшиеся герои. Делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на канал и другие соцсети, ставьте лайки. Увидимся во второй части. Персонаж с подтягиванием к. Выговори, блять, слово к. Так как по